Когда Мария Николаевна начала превращать свой двор в огромную строительную площадку, соседи решили, что старушка окончательно потеряла рассудок. Сначала она заказала экскаватор и вырыла посреди участка яму почти на 4 метра глубиной. Потом привезла бетонные блоки, арматуру, толстые металлические двери и несколько странных труб. Люди останавливались у заборов и наблюдали за работой. «Мария Николаевна, бассейн строите!» — крикнул однажды сосед Андрей. «В вашем возрасте пора о внуках думать, а не купаться». Остальные засмеялись. Женщина подняла голову и спокойно ответила. «Пусть будет бассейн, только воды в нем не будет». Никто не понял, что она имела в виду. Мария работала каждый день. Старушка закрывала вход металлической крышкой и продолжала заниматься обычными делами, будто под ее садом не строился настоящий подземный комплекс. Но никто в поселке не знал, почему она так боялась сильного ветра. Когда Марии было 10 лет, она жила с родителями и младшим братом в небольшом поселке у моря. Однажды летом синоптики предупредили жителей о тропическом шторме, но взрослые не поверили, что он окажется опасным. Отец решил остаться дома. Ночью ветер усилился так резко, что окна начали вылетать из рам. Вода хлынула через двери, крыша сорвалась с дома, а затем рухнула часть стены. Мария успела выбраться наружу, но ее родители и младший брат погибли. Девочку нашли утром спасатели в сарае. После этого она много лет не могла слышать шум ветра без страха. Но со временем страх превратился в одержимость. Мария начала изучать ураганы, читала старые отчеты, собирала карты, следила за прогнозами и разговаривала с инженерами, которые строили защитные убежища. Поэтому несколько лет она откладывала деньги, чтобы построить место, где можно переждать самый страшный шторм. На строительство ушло почти полгода. Внутри она установила систему вентиляции с фильтрами, 2 генератора, аккумуляторы, запас топлива, бак с питьевой водой и систему сбора дождевой воды. Мария заранее распределила места, подписала ящики с запасами и даже оставила инструкции на случай, если сама не сможет руководить системой. Самое странное было то, что Мария не делала убежище только для себя. Когда Андрей однажды спросил, зачем ей бункер на несколько десятков человек, она ответила: «Если понадобится только мне, значит, я все сделала зря». Соседи снова засмеялись. Они считали, что старушка просто не хочет признавать свой страх. Прошло 2 года. Бункер был закончен, а на поверхности Мария разбила сад. Ее двор выглядел совершенно обычно. Никто бы не догадался, что под яблонями скрывается сооружение, способное выдержать удар стихии. А затем, в начале сентября, метеорологи обнаружили над океаном необычно быстро усиливающийся циклон. А через несколько дней прогноз изменился. Траектория сместилась прямо к поселку, и специалисты объявили чрезвычайное предупреждение. Власти потребовали покинуть опасные районы, однако времени оказалось слишком мало. Автобусы застряли на дороге, мосты закрыли, а сильный дождь превратил грунтовые дороги в грязь. К вечеру небо стало почти черным. Мария уже была в бункере и проверяла генератор. Она включила радиостанцию и услышала сообщение о том, что шторм достиг максимальной категории. Через час в поселке погас свет. Еще через несколько минут ветер начал вырывать деревья с корнями. Крыша дома напротив Андрея поднялась в воздух. Люди выбежали из домов, но быстро поняли, что на улице спрятаться невозможно. Тогда Андрей вспомнил слова Марии. Он вместе с женой и детьми добежал до ее двора. Следом пришли другие соседи. Они стучали в дверь и кричали: «Мария Николаевна, откройте, пожалуйста!» Женщина вышла под проливным дождем, открыла тяжелую дверь и сказала: «Заходите все, места хватит».
Люди спускались вниз один за другим. Когда последний человек оказался внутри, Мария закрыла герметичную дверь. Снаружи раздался страшный грохот. Дом женщины задрожал, но стены бункера не дрогнули. Внутри было тепло, сухо и тихо. Дети сидели на кроватях, взрослые молчали, слушая, как над землей ревет ветер. Андрей подошел к Марии и тихо сказал: «Простите нас, мы не понимали». Она посмотрела на него и ответила: «Я тоже когда-то не понимала, поэтому потеряла семью. Всю ночь Мария следила за приборами. Утром радио сообщило, что районы вокруг поселка полностью отрезаны. Тогда в радиоприемнике прозвучало новое сообщение. Из-за разрушения метеостанций данные поступали с задержкой. Оказалось, что за первым циклоном формируется второй, еще более мощный шторм, который должен прийти примерно через 30 часов. В бункере повисла тишина. Андрей посмотрел на Марию. «Ты знала, что такое может случиться?» Женщина покачала головой. «Нет. Но это все равно наш единственный шанс. Второй шторм пришел ночью. Он был настолько сильным, что бетонные стены впервые задрожали. Когда через 2 суток люди наконец поднялись на поверхность, от прежнего поселка почти ничего не осталось. Но бункер Марии сохранился полностью». Андрей долго стоял возле разрушенного дома, а потом повернулся к женщине. «Ты потеряла свою семью из-за урагана», — сказал он, «и поэтому спасла нашу». Мария ничего не ответила. Она только посмотрела на серое небо, впервые за много лет не чувствуя страха. Спустя месяц жители начали восстанавливать дома. Они больше не смеялись над странными идеями старушки. А возле ее сада поставили небольшую табличку. Здесь живет женщина, которая однажды потеряла все и решила, что больше никто не должен пережить то же самое. Мария просила убрать ее, но соседи отказались. Теперь все знали. Тот самый бассейн, над которым они смеялись, оказался единственным местом во всем поселке, которое смогло пережить 2 самых страшных урагана за несколько десятилетий. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.